Они сделали наушники без шумодава, но с анимированным подключением к телефонам Xiaomi. Быструю зарядку для наушников первые 5 минут дают 2 часа звучания на 50% громкости. Программа для подключения перепрошивки максимально проста, понятна и на русском. Автономность на 100% громкости 8 часов просто завораживает. А если добавить сюда еще неощутимую задержку в играх, то возникает вопрос, от чего так дешево? И 2 пары таких наушников я разыграю среди подписчиков. Условия, как всегда, в ролике, как и один огромный подводный камень по этой паре ушей. И это не пластик и не щелчок. Хотя... Tube 809, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, канал без мата, обзоры максимально емкие и быстрые. Я уважаю ваше время, вы поддерживаете меня просмотрами. Плюс раз в месяц я разыгрываю 5 Mi Band 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. И еще море конкурсов, условия по всем конкурсам в описании. Ну а теперь пора. И для тех, кто желает ультимативной информации по этим ушам, нужно понимать, что PurePods от ZMI — это новая, но урезанная копия их наушников Xiaomi PurePods Pro. И да, они 2021 года выпуска. Стоят значительно меньше, и основная по мне их фишка — это минимальная задержка в играх. Она здесь так и осталась. Но давайте-ка я обо всем, как всегда, расскажу по порядку. Упаковка добротная и богатая, ее не назвать, но в целом она мне понравилась. Внутри бокс для зарядки, наушники, амбушюры, кабель для зарядки. Амбушюры красивые, но очень плохие, и инструкция на русском языке. Но для обновления прошивки на данный момент она вам не поможет, но про этот квест немного позже. Щелчок у крышки бездушный. Да, я в курсе, что Zippo не все клацали, и то, что Zippo запатентовали щелчок в 2002 году, тоже не все знают. Сборка бокса аналогична конкурентам. Крышка немного люфтит, пластик царапается за один день. Кнопка теперь пластиковая, зазоры приличные. Выглядит это слегка кустарно. И да, тем, кто не заметил, крепление в обычных подсах уже пластик, был металл, при том, что у версии Pro была металлическая пластина. Опять не важно, ладно. Летим дальше. На боксе у обычной версии красуется море надписей, которые, возможно, не будут вас раздражать. Металлическая окантовка вокруг входа Type-C тоже куда-то исчезла, что нехорошо. Достаются наушники также просто и одной рукой. Емкость бокса 490 мАч и хватает ее на 2 полные перезарядки наушников. И еще прилично остается. Заряжается бокс только по кабелю. Подключение умное по открытию крышки. Оставшийся заряд можно узнать по анимации при подключении к любому телефону Xiaomi или в программе. Размеры и вес бокса вы сейчас видите на экране. Заряжается бокс только по кабелю Type-C. Есть функция для быстрой зарядки наушников. 5 минут в боксе дают 2 часа прослушивания музыки. 15 минут в боксе заряжают наушники на 50%, что очень круто. Наушники. Поменялось только управление, оно здесь сенсорное. Все функции вы сейчас видите на экране и по программе. Скачать ее можно в Play Market, но наушники обновить вам через нее не удастся, во всяком случае на данный момент. Обновить на данный момент можно только китайской программой. Если уже купили, QR-код на ее скачивание можете посмотреть в моем обзоре на версию ZMI PurePods Pro. Так вот, скачали китайскую программу, обновили через нее прошивку, подключили к обычной, радуемся анимации и быстрому подключению. Спокойно подключаем наушники, смотрим функции, тестируем все. И понимаем, что сенсоры приближения работают на данный момент только если вынуть оба наушника, по одному автопауза не встает. И да, я согласен, что с таким подходом проще просто ставить на паузу. Сенсоры лично у меня отрабатывают неплохо, но у некоторых пользователей по отзывам они начинают со временем люто глючить. И этих пользователей так прилично. На FOPDA больше 40 страниц уже обсуждений данных наушников. Аккумулятор емкостью 48 мАч дает возможность слушать музыку в течение 8 часов к ряду на 100% громкости. И я бы на своем месте этим так не восторгался. Чуть позже объясню почему. Вес и размеры вы сейчас видите на экране, как и сборку. Ощущение, что они сделаны на свою цену. Вау-эффекта нет. Я даже получше видел наушники за эти деньги. Защита от влаги IPX4. Функции вы и так видели в программе. Все приблуды из разряда 4 пресетов и адаптивной громкости абсолютно бесполезны. Режут одно, добавляют другое. Защита от влаги номинально. IPX4, я уже про это говорил. Максимум немного пота и все. Топить наушники нельзя. Bluetooth версии 5.2. Кодеки только AAC и SBC. Задержки ни в YouTube, ни в играх не ощущаются. По мне, это сильная сторона этих ушей. Вот вам пример задержки.
Про микрофоны или говорят хорошие, или просто вставляют пример их работы. Я улыбнусь, а вы послушаете пример и сами сделаете выводы. Вот вам пример работы микрофонов. Пример работы беспроводных наушников ZMI PurePods, обычных не версии Pro, в помещении. Вот сейчас я подхожу к стиральной машине, она, конечно, сейчас не в режиме отжима, но вот сейчас она полоскает более-менее. По идее, вы должны слышать шумы. В принципе, в ванной всегда очень плохая акустика. Если выйти в коридор, вы будете примерно так слышимы собеседником. А вот сейчас в большой комнате с, опять же, не лучшими условиями вас собеседник будет слышать примерно вот так. Я не скажу, что они хорошие, не скажу, что плохие. В помещении все всегда потребно, что имеет микрофоны. Пример работы микрофонов ZMI PurePods возле дороги. Сейчас практически нет машин, довольно малый, слабый поток. Но где-то через, наверное, секунд 30 мимо меня начнет проезжать большое количество автомобилей на скорости около 30 км в час. И что я хочу отметить, что помимо того, что, опять же, микрофоны по мне на улице ужасные, ну, вы сами все сейчас слышите. Помимо этого, на улице, если вы будете прослушивать любую музыку, все, что слышно вокруг, вы будете слышать у себя в ушах. Звук в версии Pro однозначно больше басов и звук объемнее. При том, что даже в прошлой версии не было запаса громкости. В обычной же версии этой громкости просто тупо не хватает. Я могу сколько угодно вам рассказывать, что здесь слишком много высоких частот. Однозначно необходимо менять амбушюры и, разумеется, долго и упорно себя убеждать, что они играют почти как Meizu Pop 2S, Meizu Pop Pro, Anker Live P2 и подобное, что стоит не всегда дороже. Но наушники нужно слушать. В отзывах на Алиэкспрессе уже достаточно написано про них, только не путайте их с Pro версией. Многие продавцы просто заменили лот, а комментарии с отзывами оставили от версии Pro. У меня есть топ-10 наушников от 20 до 60 долларов на канале по ссылке в правом верхнем углу. Советую прочитать отзывы под этим обзором. Поверьте, для выбора это крайне познавательно. Или добавьтесь в мой телеграм-канал взаимопомощи, там 5500 человек, 800 минимум онлайн, и практически все они повернуты на носимых гаджетах. Я уверен, что кто-то чего-то вам допосоветует. В этих все в порядке. С середины мало среднего баса, что понравится девушкам, переизбыток высоких частот и не хватает объема относительной версии Pro. Цена по ссылке в описании к видео будет на сейле около 39 долларов. Опять же с промокодами, которые вы можете взять из моего телеграм-канала по ссылке в прикрепленном комментарии. Резюмирую, советую выиграть 2 такие пары наушников у меня. Для этого достаточно подписаться на мой телеграм-канал скидок и в комментарии к этому ролику написать свой ник. Розыгрыш будет 30 числа, как всегда на канале для стримов. Как и многим блогерам, наушники предоставил мне производитель, как вы уже заметили, без условий ТЗ. Следующий обзор будет на Huawei FreeBuds 4i. Надеюсь, вам будет интересно. Ставьте лайк за труды, подписывайтесь на канал с колоколом. Девайс нужно слушать и всегда сравнивать. Лично у меня совсем другие фавориты за этот ценник. Добра и удачи вам, дорогие друзья!